Продолжаем наш поход по Бурлингтону. Эта улица называется Гора, Маунтин. Мы с нее немножко спустились. Сейчас я распрощалась со своей хехдрессер, парикмахершей. И вот мы идем обратно вниз в город, где мы сядем на автобус и поедем уже в Арлингтон. Поэтому, если я вас потеряю или я сама потеряюсь, то уже увидимся в Арлингтоне. А если я вас не потеряю, то через некоторое время, минут через 10-15, мы спустимся вниз и временно попрощаемся. И вот, может, если вы останетесь на эти 10-15 минут, вы увидите мою новую прическу, короткую стрижку, но не очень короткую. Вот смотрите, какой интересный дом. Вот этот мне нравится, очень симпатичный. Но все остальные, как вы уже видели, Бурлингтоном и в соседнем городе Колониал, потому что мы в Новой Англии, поэтому они все Колониал. Вот этот очень симпатичный, как видите, у него на крыше окна. Спускаемся. Мы ходим ногами для здоровья и удовольствия. В Бостоне 9 июня, 11 на самом деле мне сейчас сказали, а я думала все 9. 11 июня, погода прекрасная, немножко ветерок. Завтра будет погода еще лучше. Вы уже знаете, среда, четверг у меня офф. Вот мы и поедем тогда, может быть, в Кембридж, а может, будем у бассейна. Но в Кембридж мы обязательно поедем. Гарвард-сквер, где Харвардский университет. А здесь мы в Бурлингтоне и идем по Бурлингтон-стрит. Вот она. Бурлингтон-стрит. Продолжаем вниз. Вот видите, какой интересный домик. Может, начинался как один, а потом они его добавили. Но вот этот под этими крышами, типа датский колониал. С ними трудно работать. У меня был один такой. Вот. Видите, какой симпатичный. Но вот это уже коттедж. А здесь, ну, как всегда и происходит в таких городах. Вы видели крохотулечки, я вам показывала. Но им недолго жить, потому что обязательно скупят и построят вот такой маленький дворец. Мини-мэншн называется. Не знаю, как в этой экономике будут продавать. А этот модерн. Видите, симпатичный такой. Модерн. Редко встретить. Нет, есть несколько очень хороших примеров модерна. Вот один из них. Видите, у них там солнечные панели. Окошко такое у меня было. Когда-то его потом достраивали, уже 80-е годы. Оно совершенно не подходит к стилю этого дома. Ну, однако же построили. Вот видите, маленький коттеджик. Опять недолго ему жить осталось. И этому тоже недолго осталось жить. Видите, они
практически одинаковые. Люди там, возможно, доживают, пожилые. Вот еще один. Ну, а потом будет вот такой. Видите, какой большой. Явно на месте такого же маленького, вот как этот, и построен. Видите, какой большой дом. Нельзя обвинять всех в трампизме, если они флаг американский вешают. Некоторые просто страну любят. Я тоже вешала в 80-х, когда у меня был дом. Ветер поднялся, погода меняется, но надеюсь... Вот видите, какая улица какая-то голая, Heritage Way называется, очень симпатичный там домик, вот этот внутри, как видите. А вот на самом верху это вода, водяная башня, Water Tower и антенна. Вот это Water Tower, и видно, дает воду по всему району. Дач Колониал. Я обозвала эту часть неправильно в прошлом видике. Квинен это Кейп. Кейпен, вот эта часть. Видите, он как чепчик. А потом как-то они из этого вот это сделали. Вот маленький, а вот рядом большой. Пойдем спустимся на центральную улицу. Сядем на автобус, который вы уже видели в предыдущем ролике. И поедем в город, который называется Арлингтон. Я там прожила 17 лет. И сегодня там рынок, который начинается в 2 часа. А сейчас у нас только еще и часу нет. Вот стоит полицейский, потому что они дорогу делают. И когда идет какое-то строительство, всегда стоит полиция, чтобы регулировать движение. Вот это наша последняя улица, вниз, к центру. Видите, интересный домик с красной дверью. Гараж. Как-то он стоит посередине всех дорог. Хотя пытаются они закрыться вот каким-то заборчиком. Вот, пожалуйста, как люди живут. Вот это уже солидненько. Опять-таки, здесь лет 10-15 назад стоял такой же крошечный домик, как я вам показывала, коттеджик. Они его сняли и вот такой симпатичный выстроили. Правда, хороший, красивый, можно сказать. Как-то у него модерновые эти трубы идут, отливы прямо по фасаду. А вот с этой части большой, на этой стороне большой дом. Вот этот постарше, видите, этот желтенький. А вот здесь это вот сторона другая этого дома, которую я показала. Кстати, вот это и фасад. Трубы шли по другой стороне, на фасаде труб нет. Уличка такая тихонькая. И вот смотрите, на этой дороге
Прямо вот такой большой дом. Интересно, может, это гостиница какая-то была? Но теперь, похоже, одна семья живет. Видите, он, я думаю, с 80-х годов. А может, и раньше. Может, они его достроили. Сначала он был покороче, не такой высокий. Эти кустики по-английски называются арбовайтес. Они лет 15 живут, а потом начинают падать, с моего опыта, как солдатики оловянные. Ветерок подует, они падают. Но пока живут, они хороший зеленый заборчик делают. Вот одно еще новенькое здание. А вот этот старенький домик побольше. Вот это так называемый Новая Англия, колониал. Когда-то у меня был такой в Сомервилле. Я над ним долго работала. Вот этот, может быть, даже конца века. А мой был 1890 года, а этот, возможно, 1910-11 года. И смотрите, тем более, какой там сзади старый дом. По-моему, это был барн для фермы. Фермы были здесь во многих местах. Это уже же подальше от Бостона. И были фермы, и срастили почему-то свеклу во многих районах. Но это было в то время, в начале века, может, сахар делали, кто его знает. Коттеджик небольшой на той стороне, симпатичный. И вот маленький такой коттеджик, который скоро будет большим домом, как вы уже догадываетесь. Я иду осторожно, потому что тротуар в рытвинах, и не хочу подвернуть ногу. Я же пытаюсь смотреть, что я снимаю, а не под ноги. Вот видите, опять эти арбовайтес, они разделяют. И вот такой коттеджик, очень типичный для этой части Массачусетса. А вот этот очень симпатичный. Это уже начало века. Видите, совсем другая история. Погода меняется каждую секунду. То солнце, то ветер, то хорошо, то вот сейчас потемнело. Это не моя камера, это так действительно на улице. То темнеет, то нет. Мы уже приближаемся. Смотрите, какая красота, а? Вот какая красота. Умели раньше строить. Колонны эти, посмотрите. Когда-то в Сомервилле с этим 1890 года колониал я ходила по магазинам антика старых вещей, покупала колонны и достраивала их. Продавались тогда, потому что разрушали и отдавали в магазины продавать. Вот я покупала запчасти и делала, вот как сзади там, видите, колонны ставила. Очень симпатично. Но у них только передний двор, заднего двора нет, один сплошной гараж и парковка для машин. Вот еще один интересный дом, мы подходим, видно, у них много детей. Смотрите, какие симпатичные штучки. Вот этот, я вам точно говорю, Новой Англии колониал, типичный представитель. Они его не испортили, ни вот этой пластиковым покрытием сайдинг. Вот он как-то в натуральном виде сохранился. Это, я думаю, с 1890 по 20 как самое большее. Вот это 40-х, 50-х годов, вот эти вот все остальные коттеджики. Но вот это очень хороший представитель колониальной архитектуры Новой Англии. Вот приближается еще один интересный дом на этой стороне. Вот. Сейчас мы перед ним встанем и посмотрим. Вот. Видите, это уже от 20-х до 40-х годов. И все испортили вот этим пластиковым покрытием. А вот этот коттеджик, видите, в неплохом первозданном виде. Это 50-е годы, похоже. Ой, какой
Gingerbread House. Это дом с пряниковыми еще. Смотрите, сохранили. Вот как молодцы. Потому что во многих городах все это убрали. Вот это вот обычная история здесь. А вот здесь уже нужно хорошо рассмотреть. Смотрите, какая красота. Вот он. Gingerbread идет по всей крыше. Пристроечка какая-то впереди. Но вот сзади вот этот оригинал. Просто симпатяга. Обратите внимание на крышу. Я хочу подойти ближе. Сейчас мы перейдем дорогу. И подойдем. Смотрите, какая же красота осталась. И не испортили они ее. Вот покрытие дома, сайдинг называется. То же самое, это сидор. Сидор это такая сосна или осина. Вот из нее это покрытие делают. Рядом маленький, а на этой стороне все обычная история. Ну вот, мы спустились к дороге, по которой мы гуляли в прошлый раз. Я сейчас с вами распрощаюсь, сяду на автобус. Вот я Элла, вот моя новая прическа, ветром разбросанная. Вот. Но сейчас мы сядем на автобус и поедем уже в Арлингтон. Спасибо за внимание. Продолжим наше путешествие скоро.